Приветствую всех на канале BizInvest. Меня зовут Дмитрий. Сегодня мы рассмотрим такое понятие, как акции. Я вам расскажу про виды акций, про дивиденды. Также я вам приведу примеры голубых фишек, дивидендных королей и аристократов. Обо всем по порядку. Начнем с того, что такое акция. Акция – это ценная бумага, которую выпускает компания-эмитент, то есть какое-то акционерное общество. Когда вы покупаете акцию, вы становитесь совладельцем компании, которая выпустила эту ценную бумагу. Иными словами, вы покупаете долю в компании. Предприятие выпускает их с целью привлечения дополнительного капитала от инвесторов. Выпуск акций может быть не только открытым для рынка, а и для ограниченного круга людей, которые не могут отчуждать эти акции без согласия совета акционеров этой компании. На акциях можно заработать двумя способами. Первое – это спекулировать ими, то есть выигрывать на росте или падении. А второе – это получать дивиденды, то есть часть прибыли от акции. Дивиденды приходят как еженедельно, ежемесячно, так и ежеквартально и ежегодно. Я вам рассказал немного про значение акций, а теперь давайте перейдем к их видам. Можно различить два основных вида акций – обыкновенные и привилегированные. Владельцам обыкновенных акций компания выплачивает дивиденды на свое усмотрение. Эти акции с правом на голос. Владельцам же привилегированных акций дивиденды выплачиваются постоянно, независимо от дохода компании, но без возможности голоса. По значимости можно различить акции первого, второго и третьего эшелонов. Акции первого эшелона, их по-другому называют голубые фишки, это акции компаний-гигантов с огромнейшей ликвидностью. Ликвидность – это свойство актива быть быстро проданным на рынке по цене близко к рыночной. Рассмотрим примеры голубых фишек чуть позже. Акции второго и третьего эшелонов имеют относительно меньшую ликвидность, что уменьшает их популярность. Привилегированные акции в основном могут быть кумулятивными, конвертируемыми, некумулятивными и неконвертируемыми. Кумулятивные акции имеют особенность по решению собрания акционеров не выплачивать дивиденды в обычные периоды. А конвертируемые акции можно преобразовать в обычные акции или в другие привилегированные акции этой же компании. Если вы владелец некумулятивных акций, то вы не имеете права претендовать на получение невыплаченных или пропущенных дивидендов. А если вы владелец неконвертируемых, то вы не можете преобразовать эти акции в обыкновенные акции или в привилегированные акции иных типов. Существует еще множество второстепенных привилегированных акций, но их достаточно много, поэтому оглашать я их не буду. Что по поводу обыкновенных акций, люди их делят на 10 типов. Это голубые фишки, которые я уже озвучивал, доходные акции, акции роста, акции стоимости, циклические акции, защитные, спекулятивные, центовые, бумаги иностранных эмитентов и акции, подлежащие санации. Доходные акции отличаются высокой выплатой дивидендов. Акции роста разница недооценением рынка, то есть соотношение цены и прибыли очень мало. А вот с акциями стоимости все наоборот. Коэффициент цена-прибыль очень высокий. Циклические акции зависят от экономических индикаторов. Защитные акции, наоборот, имеют особенность не показывать свою реакцию на общее падение рынка. Это фармацевтические или пищевые предприятия. Спекулятивные акции имеют очень большую волатильность, то есть сильную переменчивость в цене, но при этом являются очень рискованными. С центовыми акциями и с бумагами иностранных эмитентов все просто. Центовые – это спекулятивные акции с очень низкой стоимостью. А бумаги иностранных эмитентов – это ценные бумаги иных стран.
Акции, подлежащие санации, малодоходные, но зато безопасные. Акции по дивидендной доходности делятся на дивидендных аристократов и дивидендных королей. Акции дивидендные короли выплачивают дивиденды уже на протяжении 50 лет, а дивидендные аристократы на протяжении 25. Также помимо обыкновенных и привилегированных акций существуют еще акции с варантами. Варант — это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени. И вот, я назвал вам все основные виды акций, и сейчас я вам хочу показать схему, чтобы вы могли с ней ознакомиться и разложить всю информацию по полочкам. Сейчас мы поговорим про голубые фишки. Как я уже озвучивал, это самые ликвидные акции по значимости. Также они являются самыми надежными. Обычно такие компании-гиганты входят и составляют основу ведущих фондовых индексов страны. Фондовый индекс — это индекс, вычисляемый на основе определенной группы ценных бумаг. Хочу вам рассказать примеры голубых фишек разных стран. Начнем с США. Здесь можно выделить такие крупные компании, как Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, то есть Google, Meta, то есть Facebook и, конечно же, Tesla. Китай, хоть и плановая экономика, но бизнес там достаточно развит. В этой стране властвуют компании, банки, строительные компании и страховальные компании. Но также там есть и такие голубые фишки, как Alibaba Group, это всеми известные сайты Taobao, AliExpress и Alibaba.com. PetroChina, это добыча нефти и природного газа. JD.com, аналог китайский Амазона. China Life Insurance, страхование и другие. В Японии очень развиты технологии, поэтому голубыми фишками этой страны являются Canon, Hitachi, финансовая промышленная компания, Honda Motor, Nintendo, создание видеоигр, Nissan, Sony, Panasonic и другие. В Европе крупнейшие компании несколько разнообразны. Вот некоторые из них. Adidas, Airbus, авиастроительная компания, Bayer, фармацевтическая компания, BMW, Nokia, Volkswagen Group, Louis Vuitton и другие. В России можно выделить такие крупные компании, как Яндекс, Газпром, Сбербанк, Polymetal. А в Украине голубыми фишками можно назвать компанию Укрнафта и ряд банков. Давайте теперь перейдем к компаниям, которые дают дивиденды долго и постоянно их увеличивают. Да, я сейчас вам приведу примеры дивидендных аристократов и дивидендных королей. Опять же, повторюсь, дивидендные аристократы повышают и выплачивают дивиденды на протяжении 25 лет либо больше, а дивидендные короли на протяжении 50. И сейчас я вам назову 5 лучших дивидендных аристократов по дивидендной доходности в 2021 году. На пятом месте компания AbbVie. Сектор экономики, здравоохранения. Повышала свои дивиденды на протяжении 49 лет. Практически дивидендный король, но на 1 год отстает. Сейчас дивидендная доходность составляет 4,8%. На четвертом месте расположилась International Business Machines Corporation. Сектор экономики IT. Повышала свои дивиденды на протяжении 25 лет, но вот доходность составляет 4,9%. На третьем месте располагается компания, имеющая топливную промышленность. Это компания Chevron Corporation. Дивиденды составляют 5,1% и растут они уже на протяжении 33 лет. На втором месте тоже расположилась компания, имеющая топливную промышленность, но вот только выплачивает и повышает дивиденды на протяжении 38 лет. И дивиденды составляют 6,1%. На первом месте в этом списке располагается компания AT&T, сектор экономики которой – телеком. Компания повышает свои дивиденды уже на протяжении 36 лет, и сами дивиденды составляют 6,9%.
А вот если сделать список 3 лучших дивидендных королей по дивидендной доходности, то места будут располагаться в такой последовательности. На 3-м месте компания Cisco, которая поставляет продукты питания в рестораны. Дивидендная доходность ее 4,6% и повышает их на протяжении 51 года. На 2-м месте Genuine Parts Company. Компания производит оригинальные запчасти для автомобилей и промышленных запчастей. Компания повышает дивиденды на протяжении 64 лет, и сами дивиденды составляют 5,2%. И на 1-м месте у нас расположилась компания Federal Realty Investment Trust. Инвестиционные трасты в сфере недвижимости. Компания также повышает дивиденды на протяжении 64 лет. И дивидендная доходность составляет 5,5%. Чтобы вы понимали, компания Coca-Cola, всеми известная, в этом списке, где я искал, занимает 6-е место с дивидендной доходностью 4,2%. Как вы могли заметить, дивидендные аристократы выплачивают большие проценты, чем короли. Это обусловлено тем, что не все компании могут выплачивать большие дивиденды и увеличивать их на протяжении столь большого промежутка времени. В этом видео я рассказал вам про множество видов акций, привел примеры голубых фишек, дивидендных королей и аристократов. Желаю вам удачных инвестиций и благодарю вас за просмотр.